Камни Гекаты. Признаюсь честно, хоть я и работаю с камнями, но все же полагаюсь не на их классический символизм, а на энергетику, излучаемую каждым конкретным камнем. Алтари Гекаты часто украшают камнями. Камень — это ведь тоже вместилище духов. На камень очень хорошо ложится энергетическая волна, поэтому с камнями так часто работают, как с носителями в талисманике. Каждый камень словно модель Вселенной. В 1611 году знаменитый немецкий астроном Кеплер опубликовал трактат, посвященный изучению кристаллов, о шестиугольных снежинках. Спустя 2 года тот же самый Кеплер создаст первую модель телескопа, а еще несколькими годами позже первым нарисует ту модель Солнечной системы, на которую мы опираемся и сейчас. Впечатляющая взаимосвязь от изучения кристалла к изучению всего мира. Одни и те же законы, что внизу, то и наверху. Кристалл — это всегда гармония. Человек — это тоже изначально гармония, но в процессе жизни наши внутренние и внешние травмы, социальные коллизии, переживаемая несправедливость мира нарушают геометрию нашего сознания. У любого камня кристаллическая структура. Нагляднее всего это видно на примере друзы некоторых камней. Но если посмотреть в микроскоп на простой подобранный на улице камень, то вы увидите, что это тоже кристалл. История магии и история отношений человека с камнями идут рука об руку. Самоцветы использовались в качестве магических амулетов еще в глубине веков, до нашей эры. Какие же камни кладут на алтарь Гекаты и заряжают именем ее? Во-первых, черный агат. Камень столь же древний, как культ богини. Первые упоминания о нем относятся к III веку до нашей эры. Считается, что это камень-защитник. Своей энергетикой он создает вокруг обладателя непроницаемый купол. Если дополнительно пропитать его энергией Гекаты, то получится хороший защитный амулет. Аквамарин. Несмотря на морской цвет, в древности этот камень связывали с Луной, а еще считали покровителем мореплавателей. Поэтому логично будет работать с ним именно на алтаре Гекаты. Его проще сонастроить с самым тонким потоком Гекаты. Водная стихия и Луна — это же видение, как оно есть. Мир бессознательного и работа с ним — символичные образы, эмоции, сны и двери в другие миры. Если будете заряжать на алтаре Гекаты амулет на видение или на исцеление, берите аквамарин. Аметист. Из аметиста тоже получится хороший талисман на ясновидение, потому что с греческого его название переводится как «непьянеющий». Это прямо намекает на ясность сознания и на дорожку между бессознательным и сознанием. Кстати, в Древнем Риме название его понимали буквально. Считалось, что человек, который носит украшения из аметиста, медленнее пьянеет. Над этим суеверием письменно глумился известный историк Плиний Старший. Уважали аметисты шумеры. Он присутствовал и в их жреческих жезлах и использовался как приворотный камень. Аметистами можно украсить ваш рабочий жезл, с которым вы будете проводить практики Гекаты. Бирюза. Вряд ли яркий камень сочного цвета ассоциируется у вас с морочной туманной Гекатой. И зря, потому что традиционно бирюза использовалась в некромантических практиках. На Востоке было странное поверье, что бирюза — это кости умерших предков. Бирюза используется в качестве подношения богини, в том случае, если вы проводите ее ритуал на погосте. Гранат. Камень связан с загробным миром, с легендой о Персефоне. Персефона имеет очень много смысловых пересечений с Гекатой, поэтому гранат можно использовать в любых обрядах, связанных с богиней. Нефрит. Отлично сопоставляется с высокими потоками Гекаты. Знаменитый камень, который романтизировали китайские императоры.
У каждого из них была именная нефритовая печать, символизировавшая, что власть дарована им свыше. Это камень-целитель и камень-хранитель. Из нефрита получаются прекрасные артефакты, работающие на целостность, в том числе и на врачевание. Самая редкая разновидность нефрита — голубой камень, и именно такой нефрит особенно любили маги во все времена, ибо это символ достижения состояния неделимости, возвращения в Эдем, высочайшее состояние, к которому маг может стремиться в принципе. Нефрит я рекомендую использовать в жезле, посвященном богине, и в ваших личных амулетах, которые проводят связь между вами и магическим каналом Гекаты. Оникс иногда, редко, используется как составляющая подкладов и темных предметов, созданных в канале Гекаты. Оникс — это разновидность агата, правда, репутация у него дурная. Возможно, ноги растут из семантики. На арабском языке это слово созвучно слову «печаль». В древности к нему относились настороженно, мол, и сон он отнять может, и тоску навести, и боль разжечь. Хрусталь. Очень часто этот камень можно увидеть у практиков, работающих с Гекатой. Хрусталь — это про ясность, про видение. Вспомните знаменитые хрустальные шары, которые могут открыть правду тем, кто смотрит в них должным образом. На моем алтаре Гекаты есть миниатюрный хрустальный череп. А еще считается, что хрусталь — это лабиринт для духов. Можно использовать кристаллы горного хрусталя для создания артефактов, наполненных сознанием и энергией духов. Гётит — камень не так часто можно встретить в продаже. Имя ему подарил немецкий философ и поэт Гёте, который, ко всему прочему, коллекционировал минералы. Есть версия, что в древности этот камень использовали служители культа Гекаты, так что присутствие его на вашем алтаре уместно и желательно. Интересный факт: гётит можно встретить в составе марсианского грунта.